рана или периодическое проявление эмоциональной боли. Исследовательские откровения единомышленника по Вознесению. Открытие циклического проявления раны в жизни человека – это собрание информации, изучаемой мною в течение нескольких лет вместе с овладением способностью проникать в суть происходящего. Информация сформировалась, когда я зарабатывал на жизнь вождением такси, и должен был подбирать у баров пьяных людей, отвозя их домой. Поначалу я негодовал, в связи с тем, что по необходимости, частью моей работы стало в буквальном смысле волочение некоторых из этих людей прямо до дома, пока я не понял, что концепция пьяницы отражала часть меня самого же, которую я отрицал в себе самом. Отрицаемая часть была частью моего «я», которая в прямом смысле хотела умереть, потому что пребывала в очень большой боли. Пьяные люди отражали ту часть меня самого, которая решила, что жизнь слишком трудна и имелось слишком много боли, чтобы иметь с ней дело, и что не было навыков справляться со всем этим. Когда я сам себе честно признался в наличии факта, что часть меня больше не хочет находиться в этом месте, и в это время, потому как я испытывал большое количество боли, я начал пристально наблюдать вокруг себя, и увидел, что множество людей также страдали, лишь изредка испытывая маленькое мимолетное счастье или радость. Способ существования большинства людей, так же как и мой собственный в связи с большей частью прожитой жизни, заключался в том, чтобы справляться со своей болью путем приобретения определенного количества склонностей: просмотр телевизора, еда, наркотики, алкоголь, секс, занятия спортом, компьютерные азартные игры с донатом или на деньги, всевозможные авантюрные мероприятия и так далее. Видя, что подобные склонности лишь запечатывают боль еще глубже и создают при этом собственные проблемы, это дало мне ясно понять, что должен быть иной путь преодоления. Это было время, когда в моем сознании выстраивалась информация о циклическом проявлении раны в жизни человека. Цикл раны – это способ исследовать наши внутренние бессознательные травмы, которые, в сущности, и управляют нашими жизнями. Жизнь бросает нам множество вызовов, и зачастую мы не приспособлены к их полному преодолению, и не осведомлены о том, как иметь с ними дело, особенно в детском возрасте. Наши ошибки, заблуждения, неспособности, провалы, отклонения, неприятие – все хранится в нашем бессознательном, а затем повторно проявляется, как зеркала в наших жизненных обстоятельствах. Чувства отклонения, отторжения, отвержения, испытанные нами в детском возрасте, повторно будут вызваны в связи с другими людьми, уже позже отклоняющими нас в жизни по той или иной причине. А когда мы не имели дела с первоначальной раной, последняя продолжает периодически всплывать по жизни. И как только мы добираемся до оригинальной травмы и излечиваем ее, зеркала в нашей жизни прекращаются. К тому же, цикл раны идет еще дальше, с целью добраться до оригинальной кармы, прежде всего заставляющей рану повторно проявляться. То, что мы испытываем по жизни, является следствием некоторых событий причин, произошедших ранее. В данный момент, мы являем собой суммирование опыта всех наших предков, где каждая жизнь имела свою долю успеха и неудачи. Все это записано в нашу ДНК, а значит уже в этой жизни полным ходом разыгрывается по-новому. Хорошие новости в том, что у нас есть возможность очищать, трансформировать и завершать карму. И завершая карму, мы забираем обратно свою энергию, беря при этом полную ответственность за свою жизнь и за жизни своих предков. Когда мы беремся высвобождать карму, мы сознательно хотим менять свою жизнь, прощая прошлое и разрешая рождаться для себя новому будущему. Карма очищается, трансформируется, когда в конкретном случае выражается к этому намерение.
выражая намерение простить всех задействованных в данной проблеме участников, себя, конкретных людей, свои и чужие родословные. Проблема, карма, может быть рассеяна, позволяя нам продвигаться дальше и создавать для себя более радостный опыт существования. То, что позволяет нам делать цикл раны, это исследовать свои болезненные переживания, видеть и понимать, каким образом они бессознательно затрагивают наши жизни. Ну а затем соответственно исцелять раны, изменять старые сработавшиеся стереотипы и освобождаться от прошлого, давая себе возможность больше пребывать в настоящем, чтобы создавать для себя новое будущее.